Сделал заброс через ветку, рыба клюнула. Теперь она на ветке висит. Друзья, всем привет! Уже почти лето. У нас в речке поднялась вода, но на дне очень много травы, кувшинки, тины. И в этом ролике я вам попытаюсь рассказать подробно, какие нужно использовать приманки, какие использовать веса, чтобы комфортно ловить на дне в траве. Это, как я вам говорил, на дне много травы и тины и огромные лопухи-кувшинки, за которые очень легко зацепиться и оборвать ваши приманки. И вот среди этой растительности, всей этой кувшинки, есть небольшие чистые окошки, дорожки. Рыба стоит в траве. И она выскакивает, когда ваша приманка проходит сквозь эту траву, она выскакивает на эти чистые участки и атакует вашу приманку. И сегодня я вам расскажу, какие я использую веса для ловли в траве. Расскажу вам про всевозможные оснастки. Давайте подробно сейчас на видео я буду все это рассказывать. Итак, вот вкратце скажу, что для ловли в траве нужен легкий вес, это максимум 2 грамма. Даже не везде 2 грамма будет проходить в такой траве, 1,5 грамма. Лучше использовать шарнирные грузики вольфрамовые. Если используете свинцовые, то не круглые, а лучше использовать грузики джигарих, такие капельки, я вам покажу потом подробнее. Можно использовать офсетные крючки для микроджига, чтобы проходить в траве. Можно использовать объемные приманки, которые ложатся на траву и не проваливаются в нее. И обязательно, когда вы ловите в траве на микроджиг, крючок не должен высоко выходить из приманки. Одевайте его под низом, так, чтобы он из приманки не выходил высоко. Так он не будет собирать траву. В общем, все это сейчас будем мы ловить, и постепенно я вам буду все это показывать и рассказывать. Всем приятного просмотра. Вот, друзья, основные цвета моих приманок, которыми я ловлю. Здесь нет особых таких ярких шартрезов. Но вот, допустим, вот эта приманка, вот лох, вот такой оттенок лоха. Вот они как бы хорошо заметны на дне. Но и цвет не раздражительный, не вызывающий у рыбы, у окуня. Она не боится такого цвета. И еще вот такой цвет. Вот такой вот болотный цвет. Темно-зеленый. Он тоже очень хорошо заметен на дне. Все такие вот оттенки коричневого тоже хорошо заметны на дне. Вот эти вот объемные, это приманки. Их рыба хорошо видит с большого расстояния. И они не проваливаются в траву. И я их ловлю даже с открытым крючком, чтобы лучше была реализация. На легком весе. Подыгрываешь, приманка ложится на траву и не проваливается в нее. Эта приманка Bait Breeze Skeleton. Но она, конечно, у нее один минус большой, она плохо летит. Ну, я в основном ловлю в берегу, и мне этого достаточно. На тонкие шнуры. Также раки тоже, у них клешенки, они ложатся на траву и не проваливаются. Ну, здесь я оснастил офсетным крючком этого рака. Вот черви тоже, сексик, тоже офсетный крючочек, грузик в виде пульки такой, для лучшей проходимости. Джиголовки я в основном не использую, но вот это мне нравится. Это джиголовка фирмы Decoy, она сделана с офсетным, как офсетный крючочек такая, и грузик пулька для травы. Здесь я снизу ставлю стопорочек, чтобы приманка не слазила. Вот тоже неплохой вариант для ловли в траве. Так, друзья, давайте начнем ловлю. Итак, как я вам говорил, первое правило это вот такой легкий вес. Сейчас у меня стоит 1,2 грамма. Крючочек невысокий. Будем начинать ловлю.
Залез на лодку я. Вот вес 1,2 грамма. Приманка проходит. По тени не проваливается. Вот, друзья, смотрю, стоит окунь недалеко от меня. Кинул приманку свою. Посмотрим, клюнет он или нет. Не хочет брать. Попробуем чуть дальше. Поставил легкий вес 0,7 грамм. Здесь тина такая мягкая, приманка проваливается. Даже вот 1,5 грамма уже начинает тину собирать. А здесь как раз интересное место. Здесь небольшой пляжик с песочком и с этой же тиной. И окунь там стоит на пятачках песка. Как его соблазнить? Приманка проходит. Не проваливается. О! Есть! Соблазнил. Ну это окунек. Взял он приманку, заглотил ее. Сейчас аккуратно извлечем. Вот такая приманка на 0,7 граммах. Ну шо вы, рыбаки. Да. Карандаши. Скажите привет. Скажи привет. В общем, как вариант, это один из таких вариантов, это ловля вот такими вот легкими весами 0,7 грамм. Вы эти груза далеко не бросите, будете ловить в берегу, но вы всегда будете с рыбой. И такой вес, на таком весе приманка пройдет сквозь эту всю траву, не зацепится. У вас будет больше качественных проводок. Вы будете знать, что приманка ваша без тины. На таком весе я обычно использую всевозможные пассивные приманки. Это фиштейлы, полярисы, разные черви. Можно, если рыба активная, если вы ловите в толще, не со дна, можно использовать на таком весе и виброхвосты, и твистера. Ну, обычно в берегу я использую пассивные приманки и ловлю на них со дна. Вот в данный момент у меня стоит фиштейл Ринджер. Можно приманку укоротить, вот, чтобы она была короче. Так будет лучше реализация. Не будет теребить за хвостики, обрывать.
У Бейтбриз мягкий силикон. Очень нежный. Для этих приманок на таком легком весе я использую небольшой тоненький крючок. Можно использовать разные крючки, но мне лучше всех нравится крючок фирмы Decoy. Фотографию я вам покажу в видео и название его. В общем, этот крючок хорошо, вот он достаточно острый и он не режет этот силикон. Маленький, и для травы летом он очень хорошо проходит и засекает рыбу. По траве он просто идеальный для травы, для этих маленьких миниатюрных приманок. То, что он красного цвета, это никак не отпугивает рыбу. Единственный его минус, вот, в общем, он начинает после 10 рыб, там он начинает уже тупиться. Это вот красная краска с него слазит, и он уже хуже засекает рыбу. Но большой еще его плюс, он в траве он и в корягах он разгибается. Даже вот с легким флюорокарбоном, у меня с тонким 0,16 я использую летом в траве, так как кувшинки эти все вот тонкие флюорокарбоны, на них не половишь. Зимой можно на них ловить, а летом уже они начинают рваться на кувшинки, и я использую 0,16 флюорокарбон. И вот с таким флюорокарбоном этот крючок разгибается, и вы сохраняете вашу приманку. С легким весом много поклевок происходит и в толще, и на падении, так как приманка медленно падает и активная рыба хватает ее. Если такое произошло, можно попробовать в этом месте половить на активные виброхвосты в толще. А расцветки можно использовать и яркие, ну я все же вот больше мне нравятся такие расцветки натуральные, оливковый. Такой вот всякие прозрачные с добавлением блесток голубых, зеленых, черных. Летом вода чистая, рыба много малька. Она все-таки питается малечком. Ну, активная рыба, ей-то все равно какой цвет. Можно и шартрес, чтобы она его быстро заметила. Есть такие цвета, которые заметные, но не отпугивают рыбу. Это вот такие вот темно-коричневые, они тоже очень хорошо заметны в светлой воде. Цвет лох, он все-таки не такой, не лимонный, не ядовитый, но он очень хорошо заметен в воде прозрачной. Прошел дождь, я думал, рыба будет активная после дождика. Но, как оказалось, все наоборот. Есть холостые поклевки, одиночные. Рыба тыкает и больше не добирает приманку. Нужно перемещаться и искать. Вот с точки поймал одну-две рыбки и движемся дальше. Вот. Опять была поклевка. Тык и все. Я уверен, как бы окунь не пиписечный там был. Поклевка такая. И не засекся. Тык и все. Вот поклевка. Друзья, смотрите, кто клюнул. Красноперка взяла. На полярик на 1,2 грамма. Такая вот красноперка клюнула. Бывает, когда вы ловите на такие легкие веса, в приловах разная белая рыба. Мне попадались и караси, и лини. Вот и красноперка тоже соблазнилась. Просто приманка начинает
порусить в толще, тонуть, и на падении это наберет. Вот если нужно кинуть подальше под противоположный берег, я использую приманки на офсетном крючке и ставлю больше вес. Здесь сейчас у меня 2 грамма и грузик, он такой вот пулька для проходимости в траве, он лучше проходит траву. И приманка на офсетном крючочке. 2 грамма, 0,3 шнур, и попытаемся сейчас бросить приманку под противоположный берег. Друзья, в принципе, на открытый крючок тоже можно ловить. Допустим, если вы ловите, вам нужно кинуть приманку под противоположный берег, можно и 3 грамма поставить. И если вы уверены, что там русло чистое дно, и вы не зацепите вашу приманку, можно и так. Но я бы все-таки рекомендовал использовать офсетные крючки и веса до 2 грамм. Ну, по крайней мере, в моих условиях на реке, мне 2 грамма, речка не сильно широкая, мне хватает перебросить реку. Я в основном ловлю рыбу в берегу. А так вы, допустим, бросите те 3 грамма, там будет чистое дно, и вы подведете вашу приманку к берегу, где уже вот такие вот высокие кувшинки, и там вы ее зацепите и оборвете. То есть, либо делать проводку под противоположный берег, доводить приманку к берегу и выматывать. Проводку в берегу не делать. Можно такой вариант. Побер, поплыл. Вот еще один из вариантов для как можно провести приманку в траве. Это грузик Джигрих. Днепро свинец. Вначале на застежку я ставлю наш грузик, одеваю его. И потом сверху одеваю нашу приманку на офсетном крючке. Все это дело застегиваем. И получаем вот такой монтаж. Грузик у нас отдельно, а приманка отдельно. Они вдвоем на застежке. Какие преимущества в траве? Грузик, значит, он в траву, он может проваливаться в дно, а приманка не будет проваливаться, так как она свободная, без груза. Тоже неплохой вариант для ловли летом в заросших участках. Можно любые приманки ставить. Я сейчас поставил виброхвост 2,5 дюйма. Для ловли щучки небольшой. Можно на него ставить, на такой же любые приманки. Черви активные, и шевелить на дне, играть. Все это тоже отлично проходит траву. Даже можно пробовать и с открытым крючком ловить. Это тоже такой неплохой вариант. Попробуйте, я думаю, вам понравится. Кстати, вот таким именно вариантом мне нравится пробивать дальняк, допустим, противоположный берег. Здесь можно поставить уже и 3 грамма этот же Джигрих. Если вы не добрасываете, допустим, под противоположный берег 2 грамма, а 3 грамма добросим. Река у нас не такая уж и широкая. Часто рыба держится у самого берега. В данном случае также. Неплохой окунечек. Под нависшими ветками клюнул. Вот. Отличный красавчик. Хороший окунь. На выбросе поклевка. Окунь. Небольшой. Рыба. Какая-то на ультралайт такая. Ага, окунь. Гарний окунь. А приманка у нас Днепро свинец. Охотник. Вот такая вот в масле. Укоротил ее и такого окунька поймал. Отличный окунь.
Красивый, да. Надо быстро отпустить. Ха, идет, растет. Так. Ну, тут Эдик показывает нам мастер-класс. Тянет кого-то. Скорее всего, щучка, он думает. Не, окунь, глянь какой. Окунь хороший. Ой-ой-ой, гарный. Как всегда, мое коронное. Да, палки. А ну за губу баса этого. Хорош. Да. Отличный окунек. Глянь, в шахте. Угу. Сексик. Заглотил. Голодный. В принципе, друзья, я вам и рассказал все тонкости ловли на реке летом в траве. Если вам мои советы были полезны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.